Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку, и добро пожаловать на третью часть подкаста, где я все еще слушаю дискографию Arctic Monkeys, мне еще не надоело это записывать. Это по-прежнему почти никто не смотрит, но теперь у меня все-таки появилась цель, я хочу добить всю дискографию Arctic Monkeys, и в целом думаю, что иногда я буду выбирать каких-то артистов и делать их дискографию в таком коротком, более простом в исполнении формате подкастов. А сегодня у нас третий студийный альбом Arctic Monkeys, который называется Hamburg. Сразу говорю, я могу периодически неправильно произносить название этого альбома, и вообще не судите меня, я лет до 20 думал, что альбом называется Гамбург. Спасибо моей невнимательности. Как группа пришла к этому альбому? Мы уже обсуждали их просто мощнейший, дико успешный дебютник и их второй альбом Favorite Worst Nightmare, который тоже показал себя очень даже неплохо, с хорошими цифрами, конечно, не с такими помпезными, как у дебюта, но все тоже было максимально на высоком уровне, и, естественно, это привлекает больше людей, больше внимания, больше ожиданий. Поэтому перед записью третьего студийного альбома Arctic Monkeys, по сути, встали на такую большую развилку, что же им делать дальше. Один из вариантов — это использовать уже готовый для них концепт такого гаражного, мощного, громкого рока, за который их полюбили, на котором они заработали свою фан-базу и в котором они уже точно знают, как работать, либо же пробовать что-то кардинально новое, меняться, развиваться, экспериментировать, что, конечно же, артистично и более уважаемо, но более рисково. И может повлечь за собой огромное количество проблем как и с фан-базой, так и с продажами и в целом с популярностью. И что же выбирают Arctic Monkeys? Они выбирают второй вариант, тот самый, который сложный. Многие фанаты и критики называют альбом Hamburg таким поворотным моментом в истории группы, и тут трудно не согласиться, потому что они действительно решают поменять свое звучание, поэкспериментировать, попробовать что-то новое, и тем самым группа в полном составе отправляется в Калифорнию, а конкретно просто в пустыню, на огромное ранчо, где они и записали большую часть своего альбома, ловя вдохновение в песчаных дюнах, в кактусах и работая вместе с Джошем Хоми, которого вы можете знать как фронтмена группы Queens of the Stone Age. И забегая вперед, в целом, он оказал очень большое влияние на этот альбом. Это слышно по звучанию, по исполнению, по продюсированию. Даже заглавный сингл с этого альбома Crying Lightning, который, кстати, потрясающая песня, одна из лучших на альбоме, звучит как творчество группы Queens of the Stone Age. Crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoon. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never look like yourself from the side, but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne. With folded arms you occupied the bench like toothache, stood and puffed your chest out like you'd never lost a war. I know I tried so not to suffer the indignity of reaction. There was no cracks to grasp or gaps to claw, and your pastimes consisted of the strange, the twisted and deranged. I ate a little. Это же, возможно, могло сыграть и небольшим минусом, потому что тут действительно слышна чужая рука в творчестве Arctic Monkeys, но при этом я считаю, что им удалось выдержать довольно четкий баланс и не скатиться в видение другого человека, остаться собой, но при этом сделать что-то интересное. Таким образом, получилось, что альбом Hamburg — это больше не те Arctic Monkeys, которые вдохновлены хип-хопом, альтернативным роком, громким звучанием, таким мощным, подвальным, клубным, с которого они, собственно, начинали. Это музыка, на которой они росли.
В этот раз они берут за свою основу классический рок. Это The Doors, это Джимми Хендрикс, это Ник Кейв, это Битлы. И в целом заметно, что своей целью с этим альбомом они, по сути, поставили возможность поиграться, возможность поэкспериментировать и что-то новенькое попробовать самим для себя, несмотря ни на какие риски. И я считаю, это был отличный шаг, и это был шаг, который они сделали очень вовремя, потому что если бы они, допустим, сделали такое на втором альбоме, это было бы слишком преждевременно, люди бы не поняли. А так как группа уже все-таки выпустила два очень успешных альбома, отлично вместе сыгралась, спелась, то такие эксперименты кажутся более логичными. Я не могу сказать, что этот альбом какой-то настолько экспериментальный, что его невозможно понять, что это какая-то невероятно сложная концепция или очень непонятные образы. Нет, это не там Бьорк условная, но если учесть, что на тот момент Arctic Monkeys это уже устоявшаяся популярная такая аренная громкая группа, для них такое звучание, это очень интересный такой поворот в другую сторону. И это даже слышно с открытием альбома, потому что если в прошлом альбоме мы получили громкую, мощную, просто въедающуюся в мозги песню Brainstorm, то данный альбом открывает песня My Propeller, более спокойная, такая немножко психоделическая, очень такая вот пустынно-роковая. То есть место, в котором они записали данный альбом, тоже отражает эту эру и эту концепцию. Это такой пустынный рок, фестивально-трансово, немножко такой спокойный. Я бы назвал это словом накуренный рок. Ну вот, вы понимаете, да? Не сигаретой накуренный, а другими веществами. Вот что-то в этом роде. If you can summon the strength, tell me I can't hold down the urgency. You've got to make your descent slowly. I'm tired of those sticky keys. Coax me out my road, dare to spin off my propeller. При этом группа вполне ловко маневрирует с такими песнями, как Potion Approaching или Crying Lightning, и показывает, что мы как бы все еще те ребята, которые можем влепить вам такого мощного родска, но при этом с новым материалом они больше работают на концепции, на настроении, на более каких-то тонких гранях творчества. Тут также Алекс Тернер и его вокальные способности раскрываются в более артистичной манере, больше уделяется его голосу и тону внимания. Он больше становится таким немножко киношным. И это вот тот самый поворот, который очень скоро, через один альбом, приведет к совсем другому звучанию Arctic Monkeys. Но до этого мы еще тоже дойдем. Поэтому да, данное звучание действительно стало новой основой, которая привело к Arctic Monkeys, которых, допустим, мы знаем сегодня. А данный же альбом запоминается тем, что он такой очень томный, немножко темный. То есть тут прослеживается более тяжелое настроение, тяжелая подача. И, возможно, для некоторых это может показаться скучным. И, наверное, в этом есть суть, если не вслушиваться в этот альбом как в концептуальное произведение. То есть вот мне, например, сейчас я переслушиваю эти альбомы, хотя я с ними всеми знаком, просто я очень давно не слушал альбом Arctic Monkeys вот прям от корки до корки. Если с первыми двумя альбомами это Whatever People Say I Am и Favorite Worst Nightmare, у меня не было проблем, то есть мне достаточно было один раз его послушать, и все, я готов сказать свое мнение, я все помню. Этот альбом мне пришлось послушать за последние 2 дня 3 раза,
потому что в этот альбом нужно прям включаться мозгами. Можно ли это считать скучным? Ну, я считаю нет, но я понимаю, что для кого-то, возможно, это будет не так ярко. Но с другой стороны, поддержать людей, которые называют альбом скучным, когда он является не скучным, а просто более сложным в восприятии музыкальном, ну, тут тоже палка о двух концах. Опять же, вернувшись к минусу, наверное, можно сказать, что группа немножко чересчур сконнектилась с Джосом Хоми. Действительно, множество треков кажутся некими интерполяциями группы Queens of the Stone Age, но при этом ничего из этого не отменяет того факта, что данные песни, как, например, Potion Approach, My Propeller, Fire and the Thought, Dance Little Liar, они все потрясающие. Все это, опять же, заворачивается в отличные басы, прекрасные гитары, барабаны и голос Алекса Тернера, и, естественно, его писательские способности, которые он продолжил развивать. Это все слышно, это все работает, это все связывается воедино. Мне в целом весьма нравится новая атмосфера этого альбома, то, что они попробовали новый продакшн, и что он теперь не такой бьющий в глаз, я бы сказал, а более такой, знаете, легко подкрадывающийся в твой мозг. И именно так, я считаю, они выделили себя, показали, что они не боятся быть артистами, что они не будут делать одно и то же на протяжении всей своей карьеры. И я считаю, что это весьма смелый и важный шаг в их карьере, в их звучании и в том, что они нам покажут еще впереди. То есть в целом этот альбом можно воспринимать как такую транзитную точку. И за такое ругать трудно, когда эта транзитная точка получается очень даже качественной. Что касается оценки, этому альбому я ставлю 7.7 из 10. Все еще высокая оценка, не такая, как первым двум альбомам, потому что тут все-таки прослеживаются какие-то более заметные моменты в звучании, которые можно считать, например, не самыми мощными, но при этом в рамках дискографии данной группы я считаю, что это очень даже важный альбом. Лучшие песни это, пожалуй, My Propeller, Crying Lightning, Secret Door, Corner Store и The Jewel's Hand. А среди худших, ну, разве что Fire and the Thought, и то не факт. В целом мне все песни нравятся тут. Опять же, альбом звучит очень даже цельно. Поэтому, если вы решите его послушать, советую ничего не скипать. Ну и, конечно же, если кто-то послушал мой подкаст, напишите, как вам этот альбом, опять же, комменты, даже лайки. Я никогда не прошу, но это все очень важно, потому что ролики с подкастами мало кто смотрит, а так хотя бы их, может, кому-нибудь порекомендует ютубчик, если вы напишите комменты и поставите лайк, мне будет приятно. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за прослушивание, всем пока.